ще за фотографію. Thank you. Вот. Почему-то бутылочку нифига не дали, хотя обещали. Ну, такая у меня футболка. А, ну вот это такое. Ничего больше. Доброе утро, коллеги. Хотел снять видео, как одеваюсь, но не стал этого делать, чтобы не травмировать вашу психику. Идем по таким старинным улочкам. Очень атмосферненько здесь. Огромный дождь. Вчера ехали через перевал, сквозь облака, сквозь туман, сквозь воду. Вчера ходили за пастой. Тоже был дождь проливной. Вышел 5 минут, просто кроссовки мокрые насквозь. Не знаю, мне кажется, дорога сейчас будет мокрая. Но при этом всем я планирую в целом градусов 15-17. Довольно-таки комфортно, я думаю, будет, несмотря на высокую влажность. Повязочка на голове специально от влажности, потому что у меня сильно потеет голова и пот заливает глаза, поэтому я всегда ношу такие штуки. По уровню регистрации организации, кстати говоря, ну, по уровню организации мы сейчас посмотрим в целом, да, но это довольно-таки серьезный старт. Из 38 стран больше, чем 1100 участников. Дистанция есть 5, 10, 21, 42. И самое интересное, что все дистанции сделаны таким образом, что в один круг, то есть по Подгорице. Трассы сертифицированы организацией АИМС, да, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому все должно быть очень качественно, по идее, да. Вот, но мы сейчас дальше в этом будем вместе с вами разбираться. Первые 5 километров я планирую пробежать с камерой вот так вот. И как вы видите, я взял специально монопод, чтобы это было прикольно. Я вот не знаю, будем мы бежать здесь или нет, но чуваки вот раздувают листья, убираются, это очень круто, это очень хорошо. Не, довольно мило здесь, мне нравится вообще. Вот, можете обратить внимание. Заплыв сегодня? Можете обратить внимание на последствия дождя. Короче, подготовка-то у меня вообще не очень была к этому полумарафону. Объясню почему. Потому что в прошлое воскресенье сделал бег в горке, который не был запланирован. Просто компания позвала, оказался высокий набор. Там и вся тренировочная неделя по смарку, потому что запустились ненужные процессы в организме. То бишь конкретно рост, активация новых мышц, рост новых мышц, да, и поэтому ноги были несколько дней тяжелые, дня 3, 2, 3, 4, где-то так. Все, что я делал на неделе, это плавание, немного вело, 2 часа, пару забегов небольших. Еще второй риск, который, ну, то есть, что еще идет, может пойти не так, или что не очень обдуманно, это что я побегу в новых кроссовках, но это команда тренера, если что, я как бы вообще ни при чем, снимаю с себя ответственность. Но посмотрим, по идее в них должно быть менее травматично, потому что карбон, по его словам, по словам тренера моего, неэффективен при моей технике бега. Такие дела. Ну посмотрим сейчас. Ну что, я сходил пописил. Стало время допинга. Кофеин 200 миллиграмм. Цель пробежать за час 25. Камера. Привет! Готов? Как обычно, все рвут по 3,50. Здорово! Что по пульсу? Постоял за бостонцем, но он медленнее бежит, чем надо. Средний 4:01 показывает 5 километров, 180 сейчас. Самочувствие хорошее. Сейчас буду камеру отдавать и дальше работать. Все, отдаю камеру.
Стоп. Вы спросите меня, что произошло, почему здесь я и что было дальше? Как так получился уже финиш? Что было после 5-го километра и дальше? Рассказываю здесь. Камеру отдал, соответственно, а круг-то полный. Ну, жена моя бегать не может, как я, по 4 минутки. Ну и на велосипеде она кататься не будет, поэтому рассказываю здесь. Средний пульс получился 179, но отмечу очень важный факт. Самочувствие при этом было хорошее, катилось очень хорошо. Залогом вообще успеха хорошей гонки является множество факторов на самом деле. И ключевое отличительное качество бегуна — уметь анализировать все эти факторы и уметь ими управлять. На самом деле это похоже и на бизнес, на психологию. Соответственно, я понимал, какое у меня должно быть питание, что я должен сесть до этого. Я понимал, что обязательно должен сходить в туалет. Я понимал, что кроссовки должны не подвести, в плане не должно ничего где не натереть. И только после множественного опыта в разных гонках вы сможете вот максимум факторов подвести к тому, что все сложилось. Форма, скорость, самочувствие, это питание, это внешние факторы какие-то, да, на которые мы, кстати, никак влиять не можем. Самое интересное начинается потом. После 5-го километра, когда я отдал камеру, я стоял за типом, которого я снимал перед пунктом питания, вот где я показывал вам. Собственно, перед тем, как я отдал камеру, он бежал в темной футболке, такой компресс-спорт. И, собственно, все было хорошо, я за ним бежал. Потом начал потихонечку добирать следующую группу. Там бежало несколько сильных атлетов. Это потом я узнал, что они бежали марафон, и все бежали в темпе около 4. Вот. Ну, и это как раз была моя целевая группа. Я смотрел на часы и всегда отслеживал, чтобы средний темп, то есть я вывел несколько показателей на часы, я вывел обязательно показатель просто темпа на данный момент, моментального, и среднего темпа за всю гонку. И я всегда ориентировался на средний темп, чтобы он приближался к целевому. То есть если я понимал, что первый километр там у меня получился по 4:10, потом там по 3:50, да, то я считал, всегда старался потом к середине гонки подвести так, чтобы у меня он был к целевому. Он там у меня ходил 3:59, 4, 3:59, 4, вот так. Я понимал, что если что, у меня есть запас, и в целом я держусь к своему плановому показателю. Таким образом я отслеживал. Конечно, я смотрел на пульс и на свои ощущения. Так вот, я добрал эту группу и в целом-то за ними встал, и вообще побежалось хорошо. Мы выбежали на прямую дорогу, которая была почти что на равнине, был, скажем так, небольшой набор. Спокойно бежал в пачке, расслабленно, драфтил, закрывался от ветра. Ветер был, кстати говоря, нехилый такой. В какой-то момент я понял, что скоро будет разворот, и увидел пункт питания за поворотом уже. Мы разворачиваемся, все хорошо. Я вижу пункт питания, продумываю, что я буду пить. Сейчас изотоник или вода, да. Хватаю воду, делаю 2 глотка и вижу сразу резко развилку. К такому я не был готов. Часть группы разделяется, убегает направо, а часть группы убегает прямо. А я бегу за теми, кто прямо, и спрашиваю у полицейского. Говорю, 21, куда? Он мне показывает направо. Я бегу направо. Правда, потом поехал велосипедист, он мне показывал что-то вот так еще. Оказалось, потом я понял, что это было 4. После 500 метров, когда я бежал уже с вот этой группой, я решил посмотреть на их, собственно, номерки. Я их обгоняю, смотрю на номерки и понимаю, что у них у всех написано 42. А круг на 42 километра, он гораздо больше, и вот там как раз таки был этот поворот 42. Я понимаю, что я убежал не туда. Обратного маршрута нет, потому что движение как бы одностороннее, да. Я разворачиваюсь и бегу обратно пробка, я бегу прямо между машин и выбегаю снова на свой маршрут, на который должен был. При этом я нарезал лишнего километра 160 метров. Драфтить не за кем, потому что уже те, кто мне нужен, убежали. Я пробовал там за кем-то стоять, но темп был неподходящий. Ну и в целом там оставалось километров уже, наверное, 6-7, вот где-то вот так вот. Но я уже расстроился отчасти, да, но понимал, я свою задачу в любом случае выполню. Я отстаю в том темпе, в котором мне необходимо, и я понимал, что я просто сделаю отсечку на 21 километр, и я свой результат, ну, как бы сам зачту, потому что это в первую очередь. В целом-то примерно так я и добежал. Пульс скакал где-то 180, под конец крайние 2-3 километра, видимо, из-за того, что мы вышли на дорогу, где не было ветра, мне и не было никакого тягунка, набора, ничего, мне бежалось вообще очень хорошо. Я чувствовал каденс, я чувствовал, что у меня широкий шаг, что ноги очень легко передвигаются. Вообще, я хочу сказать, что всю гонку я чувствовал определенный бодряк. Стопудово 200 мг кофеина, они сработали, однозначно. По поводу рабочего пульса, оно примерно вот в таких и пределах и остается, потому что, ну, как вы видите, 179, я пробежал так 1,5 часа почти, с таким средним пульсом, и в целом-то все хорошо. По плану, по поводу питания, я 2 раза выпил изотоник на пункте питания, и с 7-го километра потихонечку съел гель до 13-го где-то. В 3 захода я его съел примерно по 30
процентов, обязательно запивая водой. На самом деле, когда я его в руках нес, растаял и был довольно жидкий, можно было и не запивать. По поводу погодных условий, как уже говорил, в целом-то бежалось нормально, дождя не было, где-то местами чуть-чуть он капал. Мой выбор по поводу экипировки был идеальным практически. Компрессионные гетры, да, это носки, которые я взял, в которых я уже бегал. Если я хоть надел новые кроссовки, я надел носки старые, которые использовал уже и которые я знаю, что хорошо отрабатывают, хорошо дышат, не натирают ничего. Маечка синтетическая была обязательно, потому что я понимал, что если будет дождь, будет очень плохо. На рукавнике сделали мне компрессию, в целом руки я ощущал хорошо. Кстати, интересно, что в этот раз, если посмотреть видео и сравнить с теми полумарафонами, которые я бегал, у меня руки уже на финише гораздо лучше, правильнее стоят. В идеале они должны вообще как бы быть вот так вот, на вот таком уровне примерно, да, и чуть-чуть двигаться совсем. У меня же пока что еще вот происходит немножко вот такое вот и слишком большая амплитуда, но я к этому иду. Вообще, разгадывая формулу идеального бега и стремясь бежать там по 3.30 или по 3.20 или по 3, дай бог, просто не хватает каркаса, не хватает связок, не хватает мышц. Почему в карбоне, например, как сказал мой тренер, в карбоне мне сложнее бежать, потому что связки еще не готовы к этому. Мне как будто бы нужно еще больше усилий для того, чтобы удерживаться на карбоне, и из-за того, что карбон отстреливает, для меня более тяжело. Хотя по факту я не уверен на 100%, вполне возможно, что если бы я бежал в те кроссовки, которые я бегал ранее, в Nike Zoom Flight 3, то возможно это было бы и не хуже ни капельки. Я не знаю, не уверен. Может быть, результат и проще был, может быть, был бы по факту пульс ниже, потому что все тесты, которые есть, они говорят о том, что карбон, он улучшает результат. То есть ты в них бежишь быстрее, а пульс у тебя примерно тот же, да, ну или наоборот, бежишь ты так же, а пульс. Поэтому это большой вопрос. Резюмируя, могу сказать, что гонка мне понравилась, по ощущениям понравилась, результатами доволен. Я написал, кстати говоря, организатору, сказал, что не очень грамотно ставить пункт питания перед каким-то стратегическим разворотом, там, где люди разбегаются, потому что фокус внимания смещается на то, чтобы есть, да, там, если бежит группа, получается небольшое столпотворение, и после этого тебе нужно резко решить, куда разбегаться. Это немножко неправильно. Я написал органу, попросил даже, если есть такая возможность, сменить протокол. То есть обратную связь я дал и считаю, что это важно и нужно. Тренер сказал в целом, что можно через недельку-другую сбегать 10 километров уже там по 3:50 примерно, то есть выбежать из 38 минут. Да, за этот месяц было 2 полумарафона и вот такие итоги, да, при этом получилось лучший результат. Хотя, конечно, время, к которому бы я стремился, которое хотел бы сделать, это, конечно, там час 15, час 10 я хотел бы бежать вообще в идеале. То есть хотелось бы, такая у меня цель. Но я понимаю, что для этого, меня от этого отделяет куча ОФП, куча интервалов, разных работ, всяческих, всего-всего, и куча опыта, конечно, и интересного опыта, самое главное. Pukes on my eyes tell me, is this paradise? Slap my body with a birch in the morning and go to church. Все, я прибежал, съел банан, убежал не туда, за час 25 выбежал. Ну все, подробности попозже. Алексей тоже сделал хороший результат. Личник. Личник, красава. Сейчас 27:50. Что пьешь там? Колу? Где кола? Хорошо. Занимайтесь спортом, бегайте. Бег вообще, я считаю, самый классный вид спорта с точки зрения, что ничего тебе не нужно для него. Надел кроссовки, да и побежал. Просто очень важно вставлять в этот бег, внедрять какие-то соревновательные элементы, записываться на старты, участвовать в них. Конечно, готовиться лучше с тренером. Немножко гореть этим, думать о питании, складывать разные факторы, размышлять, смотреть видео. И тогда жизнь обретает новые краски. Всем спасибо, всем пока, пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям. Пока.